Super Idol 的笑容都没你的甜，8月正午的阳光都没你耀眼，热爱105度的你。 Это единственный прикол, который я вам сегодня покажу. Остальное видео серьезно. Ладно, так уж и быть, покажу еще один раз. Super Idol 的笑容都没你的甜，8月正午的阳光都没你耀眼，热爱105度的你。 Все, хватит. Как бы сесть поудобнее. Привет, ребята. Блять, это все, что тут написано. Хочу извиниться перед десятком людей, которые меня действительно смотрят, и 5 сотнями подписчиков, в существовании которых я сильно сомневаюсь. Мне кажется, мне девушка их накрутила, но в любом случае, простите, что запоздал. Был занят. В общем, сегодня расскажу, каково это попасть в депрессию, пережить ее, выйти из нее, и почему это меня вообще так долго не было. У меня все было отлично. Я вел несколько проектов, работал разработчиком, веселился, радовался жизни. У меня был шикарный офис и все плюшки IT-сферы. Параллельно я занимался криптой потихоньку. Еще я запускал канал для американских детишек. У меня был такой некий контент-завод с командой монтажеров, менеджерами, дизайнерами. Помимо этого, я также делал видео для своего канала, на что тоже тратил много времени. Свободное время я проводил с девушкой, друзьями, ездил к родителям, парился в бане, Все было круто. В какой-то момент я начал перерабатывать на основной работе. Там был крупный проект по внедрению. Контент-завод тоже требовал внимания и денег. Инструментов автоматизации на нейросетях тогда еще не существовало. С течением времени у меня появились провалы в памяти. Я забывал ключи от дома, выходя из офиса, забывал рабочие задачи и планы на вечер. Излишний стресс приводил к нервным тикам и плохому сну. А потом меня окончательно скосила болезнь отца. Я начал постепенно терять интерес даже к своим любимым делам. Я перестал знакомиться с новыми людьми, а потом и вовсе перестал общаться с друзьями. Еще через несколько месяцев я застал себя дома на кровати, без работы и без своего дела. Я все забросил. Мне ничего не хотелось. Я критиковал каждое свое действие и каждый день занимался самобичеванием. Я засыпал с мыслями об упущенных возможностях и неверных выборах, сам того не зная, переживая депрессию. Я перестал радоваться, перестал шутить, перестал заниматься собой. И самое главное, самое ужасное, у меня потерялся интерес к окружающему миру и даже всему тому, что было мне интересно. Я брал кредит на развитие бизнеса и помимо этого набрал кучу микрозаймов, пока был на пике депрессии. Я плохо спал, у меня начались нервные тики, даже дешевый дофамин не приносил мне удовольствия. В какой-то момент я даже перестал искать новую работу и начал гнить дома, проводя большую часть времени в кровати. Знаете, а ведь предпосылки были очень давно. Мысли и убеждения вообще очень важны. В 22 года я просыпался с мыслью, что прожил большую часть жизни в этой квартире на окраине города. Сейчас мне 27, я до сих пор в этой квартире, но без работы, с долгами и с наихуевейшим состоянием. Меня спасла моя девушка, Настя. Она сама проходила через это и знала, что это такое. Спасибо ей. Она внесла самый большой вклад, чтобы я встал на ноги. Когда я переставал реагировать на ее слова, она вынудила меня встать и повезла к психотерапевту. Он диагностировал мне депрессию средней тяжести и прописал целый комплекс таблеток. И я начал курс. Помимо этого, она постоянно меня поднимала, чтобы я хоть чем-то занимался. В моем курсе помимо антидепрессантов были также и транквилизаторы, чтобы я максимально мягко отошел от вредных мыслей и не думал вообще ни о чем. И это помогло. Я помню тот кайф, когда ты просыпаешься, и у тебя нет того огромного количества мыслей, не покидающих голову. Через пару недель после приема мне стало заметно лучше. Я начал разговаривать, начал слушать свою девушку и заниматься всякими дебильными задачами, которые она мне давала. Вот тут, например, она заставляет меня штукатурить стену, чтобы я после работы занимался хоть чем-то, кроме лежания в кровати. Это помогало. Доброго дня. Сегодня тестирую свою новую стряпню. Моя новая затея. Называется «Какао-прикол». Эксперт по домашнему ремонту. Ремонт удобен.
Как вы видите, сзади меня успешный проект реализации нового подписчика. И как видите, комната до сих пор не доделана. Но если я ее, вернее, когда я ее закончу, это будет служить явным признаком того, что я выбрался окончательно. И да, я нашел работу. Не сразу. Сначала это были всякие простые подработки по типу автомоек и цехов по производству еды. Но на большее я и не был способен. Я едва соображал, мне было тяжело концентрироваться из-за таблеток. И, по ощущениям, у меня как будто отшибло долгосрочную память. Также у нас рядом с домом есть лес, и Настя отправляла меня гулять по лесу. И вот что я скажу. Прогулки и какая-то обязательная деятельность действительно помогают. Чем больше у тебя занят мозг какими-то задачами, вот такими простыми, тем меньше остается времени на самобичевание. Время шло, и в какой-то момент я нашел физическую работу с хорошей оплатой. Завод тротуарной плитки. В день я поднимал и переносил по 10-15 тонн груза и получал за это 100, а позже и 150-170 тысяч рублей. Вы скажете, что это каторга, но это то, что было нужно мне в тот момент. Постоянная физическая активность, отсутствие потребности держать в уме кучу задач и хороший мужской коллектив. Это то, что дала мне эта работа. С большинством мужиков я хорошо сдружился, и в свободные минуты мы весело проводили время. Привет, Никита, как дела? Меня уволили. О, очень жаль, что тебя уволили. Давай к нам на завод. Тут ребята очень веселые, молодые, шутливые. Вот. Слева направо посмотри. Вчера вообще умора была. Одному из наших мужиков черепушку раздавило станком. Вот мужики до сих пор смеются. Ухахатываются. Часовые на посту, в городе весна. Проводи нас рядом, товарищ старшина. Миха, я посмотрел 3 фильма с Дензелом Вашингтоном. Понимаю теперь, почему Дензел Вашингтон — это твой ник в Стиме. Вот. Фильм «Великий уравнитель 1», «Великий уравнитель 2» и «Великий уравнитель 3». Я посмотрел 3 фильма с Дензелом Вашингтоном. Он крутой, реально. Нереальный мужик, пиздец. И зубы белые, ёбнутся. Никич, привет. Я не смотрел ни одного фильма с Дензелом Вашингтоном, просто наслышан, что он очень крутой. Это определенно лучшая работа для выхода из депрессии. Ну и как бонус я подкачался. Я уже год на разных таблетках, а именно поэтому ролики не выходят так часто. Извините за это. Я пытался найти баланс между отдаванием кредитов, работой и собственным досугом. Но на таблетках не только хуже соображаешь, еще и заставить себя что-то делать очень сложно. И раньше я не заставлял себя что-то делать. Мне хватало силы воли, чтобы делать видосы и годами их не выкладывать. Допустим, вот этот видос про Paraworld сделан в 2021 году, а выложил я его только через 3 года. Самое худшее — это сам факт твоей неспособности что-то делать, твоего бессилия. Бессилие и отрицание. Если тебе уже продолжительное время плохо, и ты не можешь выйти из этого состояния, прислушайся к тому, что тебе говорят близкие. Если они советуют посетить специалиста, возможно, у этого есть причины. Если же у тебя нет людей, которые пытаются тебе помочь, прислушайся к себе. Депрессия — это очень табуированная тема в нашем обществе. Мужской пол вообще откровенно боится проявлять слабость и согласиться со своими проблемами, обратиться к психологу, я не знаю. Я очень часто слышал и слышу, как мужчины отзываются о своих проблемах, мол, «А у кого нет проблем?» Или «Чем мне там помогут?» Или же «Я ебаный долбоеб, который хочет сгнить в своей кровати, потому что это удел крутых». Сложность заключается в стигматизации и социальном стереотипе, что мужчинам нужно справиться со всем самим. Да и девушки недалеко отошли. У меня есть пара знакомых, которые буквально стоят над пропастью, но когда речь идет о таблетках или банальном приеме у психиатра, мне отвечают: «Я же не сумасшедшая, зачем мне на эти таблетки подсаживаться?» Я терпеть не могу такое отношение к себе. Ну, наверное, потому что я сам всегда был таким.
Это убивает, ребята. Это в буквальном смысле убивает. Я похоронил лучшую подругу, которая тоже до последнего момента все отрицала, а потом просто выпилилась нахуй из этой жизни. Потому что в какой-то момент ты уже не управляешь своим телом. Ты так устаешь страдать, что просто хочешь все это поскорее закончить. И если ты осознал свою проблему, то посоветуйся со специалистом. Не доводи все до крайности, как это сделал я. И обязательно поддерживай своих родных, которые все-таки решили пройти курс лечения. Просто пройдите через стадию принятия, согласитесь с тем, что у вас есть трудности, и идите вперед. Принятие. Для многих депрессия – это просто сильно грустить. Вообще, в обществе это слово очень обесценено. Люди приписывают себе депрессию, когда им просто сильно грустно, в то время как люди с депрессией годами говорят себе и остальным, что все хорошо. Краткий ликбез. При депрессии происходит сбой в серотониновых, норадреналиновых и гамма-греческих системах. Происходит нарушение образования нейромедиаторов, либо же ломается их рецепторный захват. Таким образом, страдает химический баланс в организме, нарушается целостность работы мозга, в результате происходит развитие депрессивной симптоматики. Все нутро больного заполняет пустота, вытесняя все чувства и делая его безэмоциональным. От сосущей пустоты человек начинает чувствовать себя беззащитным. Он теряет всякую надежду на счастье и приходит уверенность, что это чувство безысходности остается с ним навсегда. Пытаясь заниматься привычными делами, больной отмечает, что больше не получает от этого никакого удовольствия. Встречи с любимыми людьми, вкусная еда, интересная работа – все окрашивается в серый и не задевает. Энергии не хватает даже на то, чтобы сходить в душ, бытовые дела вызывают непосильные трудности. Любое недомогание в организме эхом отзывается по всему телу и ощущается острее прежнего. Из-за постоянной тревоги и чувства стыда становится невозможным на чем-либо сконцентрироваться, и любая задача становится невыполнимой. С каждым днем человек все глубже и глубже вязнет в одиночестве. Мозг больного зацикливается на пессимизме и не воспринимает никаких изменений. В организме снижается уровень некоторых химических веществ, например, того же самого серотонина, и нарушается баланс. Именно тут всю картину могут изменить антидепрессанты. Они восстанавливают работу мозга, нормализуют работу нейромедиаторов и чинят все мосты. Лечение. Технически, вас должен курировать подходящий вам психиатр. Врач может подойти вам не сразу, либо может не подойти лечение этого врача. Такое тоже может быть. Надо пробовать пока не получится. Предположим, вы подобрали курс лечения и периодически ходите к психиатру. У вас наблюдаются улучшения. Но что делать со своей жизнью? Я вывел для себя несколько правил. Хороший сон и физическая активность. Мозг просто не способен хорошо работать без этих двух компонентов. Какие бы таблетки вы ни пили, что бы себе ни говорили, спать надо минимум по 8 часов, засыпая при этом не позднее 9-10 часов вечера. Так у вас восстановятся циркадные ритмы и нормализуется выработка мелатонина. Он вырабатывается только во время сна и в полной темноте. И он очень важен. Помимо этого, надо заниматься физически. Вам не нужен тренажерный зал, если на него нет денег. Даже комплекс отжиманий и приседаний вкупе с 20-минутной прогулкой дадут сильный буст организму. Без этого таблетки тоже не помогут. Вообще, лучше по минимуму находиться дома. Идеально, если у вас есть несидячая работа, и до нее можно пройтись пешком. Еще важный момент – порядок в быту. Запас воли – штука ограниченная. Чем больше решений вам нужно принять с момента пробуждения до отбоя, тем меньше остается делений на вашей шкале. Чтобы не тратить драгоценные усилия воли на бесконечные мелкие решения, можно просто сделать пару простых вещей. Самый банальный порядок в вещах и делах сохранит вам примерно треть суточного запаса воли. Кстати, о порядке в вещах. Чек-листы. Для любых повторяющихся и однотипных действий, рабочих задач, утренней, вечерней рутины, сборов в поездку или просто на природу. Да вообще до чего угодно. Можно завести чек-листы. Почему это важно? Потому что вы будете все забывать. Чтобы быть продуктивным, надо иметь чек-листы. У меня вообще одно время стоял будильник на поход в душ и прием пищи. Я не шучу, это действительно очень важно, и это вам поможет. Ну а также меньше решений. Есть такое понятие, как усталость от решений. Абсолютно каждый выбор жрет твою энергию, поэтому нужно всячески стараться уменьшить количество выборов в день. Простыми словами, необходимо максимально снять с себя все полномочия.
выход из депрессии. Я уже рассказывал вам, как я в это попал. Но, наверное, стоит подчеркнуть, что основные психологические триггеры – это постоянная тревога, самобичевание и сравнение себя с другими, а также социальные аспекты, включая одиночество, потерю близких, хронический стресс от работы или отношений. Они действуют как катализаторы, усиливая ощущение пустоты. Физические причины от хронических болезней или злоупотребления алкоголем или наркотиками, они тоже ослабляют тело и разум, открывая, так сказать, дверь во тьму. Тяжелое состояние очень трудно выявить, тем более у самого себя. Уже находясь в депрессии, я думал, что это не мне плохо, что это просто время тяжелое. Я улыбался на встречах с друзьями, поддерживал разговор, смеялся и думал, что все хорошо. Но в основе абсолютно всех травм лежит ужасное чувство изоляции, разобщенности и одиночества. В конечном счете, другие не могут спасти вас. Вот у меня, допустим, есть хорошие проверенные временем друзья. Помогли ли они мне? Ни в коем случае. Пытались ли они? Конечно, пытались. Но каждый из нас призван противостоять своему одиночеству, погрузиться в самое сердце своей травмы и найти там, не знаю, утешение, прибежище. Другие, конечно, могут держать ваши дрожащие руки, пока вы все это делаете, но они не могут решить все за вас. Лечение – это очень длинный, сложный и кропотливый путь. Самостоятельно пройти его практически невозможно. Семья, друзья, врачи – все они выполняют серьезную роль в выздоровлении несчастного. Но главная роль остается на человеке, который в определенный момент решил вылечить себя. Многие люди предполагают, что антидепрессанты действуют непосредственно на настроение человека. Примешь и сразу все повеселеет. Дурачки ведомые, что с них взять? Это не так. Вы никогда не найдете ничего подобного в инструкции по применению лекарства. Антидепрессанты не изменяют настроение человека. Они меняют направленность мышления. Как не попасть в эту яму? Люди с предрасположенностью к депрессии склонны обращать внимание на отрицательные стимулы, так их назовем. Например, на многолюдной вечеринке они заметят лица с испуганным или недовольным выражением, а потом еще и будут вспоминать эти неприятные инциденты. Они также будут расценивать неопределенные ситуации как однозначно негативные. Такие отрицательные смещения в обработке информации ведут к негативной интерпретации жизненного опыта. А это, в свою очередь, к плохому настроению и пессимизму. А это, в свою очередь, депрессия. Кстати, люди с минимальными представлениями о вине и ответственности депрессиями не страдают. Эмпаты, как всегда, страдают больше. И это удивительная закономерность, ведь те, у кого слабо развитая этика, не входят в группу риска по депрессиям и избегают множества опасностей, с ней связанных. Например, развитие психосоматических, сердечных, онкозаболеваний. И в результате жесткосердечные живут дольше, поскольку физически остаются более здоровыми. Держите это в уме. Чем больше вы будете класть хуй на обстоятельства, тем лучше вам будет. Переживания все равно не помогут. Страх перед антидепрессантами. Антидепрессанты изменяют образ мысли, восстанавливая позитивное осмысление фактов. После приема препарата депрессивные пациенты начинают больше ориентироваться на радостные лица, на положительные стимулы, к тому же лучше их запоминают. Поначалу это не отражается на настроении человека, но через несколько недель, в течение которых он будет замечать больше хорошее, чем плохое, мир постепенно начнет казаться дружелюбнее, а настроение будет улучшаться. Ингибитор обратного захвата действия серотонина – это класс антидепрессантов. Они избирательно ингибируют пресинаптический транспортер серотонина, белок, расположенный на мембране исходного нейрона. Этот транспортер в норме отвечает за обратный захват серотонина, возвращая его обратно в пресинаптический нейрон после освобождения в синаптическую щель. В результате усиливается активация постсинаптических рецепторов, нормализуя серотонинергическую передачу. Этот организм помогает корректировать дефицит серотонина при депрессии. Но эффект, конечно, проявляется не сразу, через 2-4 недели, поскольку требуется время для адаптации нейронных сетей и регуляции рецепторов. Просто требуется время, чтобы изменения в восприятии, внимании, памяти объединились и повлияли на эмоциональное состояние человека. И вкупе с изменениями в самой жизни это однозначно поможет. Ну, подведем итоги.
Пересматривая видео и фотографии за 2 года, я понял, что много упустил, потому что вовремя не занялся собой. Да, были хорошие моменты, но ощущал я себя в них крайне погано. Достаточно посмотреть на мое отрешенное лицо. Посмотрите, это что, блядь? Я больше года находился в этом состоянии. И еще год выходил из него. И ведь мне повезло. Я оказался сильным и выбрался. Многие люди сидят на таблетках годами и не могут выйти. Поэтому я очень рад, что эта моя глава закончилась. Было, так скажем, непросто. Когда, например, вместо IT-хаба в центре города, как у Патрика Бейтмана, ты находишь себя на автомойке с крысами и таракашками. Сейчас я закончил принимать таблетки и испытываю на себе эффект отмены, так называемый. А именно, я даже не знаю, как это описать. Реально электрические разряды прямо в голову. Периодические зависания. Ты, парень, не считай себя в своей жизни малявкой. Уясни одну деталь. Рыба гниет с головы. Думай. Ощущение нереальности происходящего. Меч зацените какой, сам сделал 12 лет. А также повышенную раздражительность. Смотри в камеру, пожалуйста. Камера вон там. Не хочешь? Я тоже не хочу. Но постепенно это проходит, и я замечаю за собой желание что-то делать. Например, вот этот видос. В общем, юноши, девушки, взрослые люди, старые люди, не бичуйте себя. Ни в коем случае. Если хуёво, можете мне написать, я вам бесплатно отвечу. Даже не буду 500 рублей за консультацию брать. Постараюсь помочь. Желание снова шутить, пусть даже в хуёвых ситуациях. Ботинки высохли. Значит, пора на автомоечку, бля. А также самое главное — это желание жить эту жизнь. Ездить к родителям, путешествовать. Никич, ты вообще взял вроде сублимат один. Его, ну знаешь, да, что его не так надо будет готовить? Ну, на всякий случай. Проводить время с девушкой, с друзьями. С днем рождения, Никита. И заниматься любимым делом. И это все, что было мне нужно. Для счастья этого достаточно. Так, ладно. Внизу оставил контакты на случай ЧП. Обращайтесь, если вам плохо. Постараюсь помочь. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всех поцеловал в засос. Скоро сбацаю вам интересный ролик. Не переживайте, не теряйте. Я живой. Все, пока, ребята. Обманул, я же еще не выключил камеру, блин. Че вы купились, нахуй, долбоёбы, ебаные.